Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Думаю о том, что еще секунда, и Тэхён мог бы прилечь на Чонгука прямо на сцене, но, увы, гравитация не сыграла нам на руку, но... На руку Тэхёна определенно оказало давление, ведь она явно движется в нужном направлении. Девятое место. Как же здорово, что они могут разделять эти моменты счастья вместе. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Внимание! Почему одно движение Чонгука раскрыло все, что он чувствует к Тэхёну?» Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Личное пространство Тэйкук – это одно пространство на двоих. Седьмое место. Ребят, тут точно все хорошо? Шестое место. Поведение пары. Всегда проверяет, в порядке ли его молодой человек. Я не знаю, как описать то, что я чувствую, когда смотрю на эти фотографии. Пятое место. Хищник загнал свою жертву в угол и не планирует отпускать. Четвертое место. Это видео преследует меня повсюду.
Третье место. Новости. Чангук попал в рейтинг 6 айдолов мужчин, чьи кулинарные навыки получили признание. Младший участник BTS Чангук не только универсальный артист на сцене, но и потрясающий повар. После демобилизации в 2025 году он неоднократно общался с фанатами через прямые трансляции на Вевос. Однажды, во время ночной трансляции, Чангук спокойно продемонстрировал приготовленные им самим спагетти с морским ежом в соевом соусе, лично показав весь процесс от подготовки ингредиентов до приготовления, чем вызвал у всех аппетит. Прямая трансляция кулинарного шоу набрала 6 миллионов просмотров. Чангук просто хотел приготовить ужин, потому что был голоден, но трансляция внезапно превратилась в кулинарное шоу мирового класса. Каждый его кулинарный эфир не оставлял никого равнодушным и порой доводил до холодильника. То самое скрытое окрашивание, которое никто не планирует скрывать. Журнал «Базар» о недавнем визите Чангука во флагманский магазин Calvin Klein в Харадзуку. На прошлой неделе звезда кей-поп и мембер группы BTS Чангук сделал остановку в Токио в рамках мирового турне, чтобы заглянуть во флагманский магазин Calvin Klein в Харадзуку. Повод весомый – презентация его первой в истории модной коллаборации. Поскольку в детстве нижнее белье мне обычно покупала мама, Calvin Klein стал первым брендом относительно высокого сегмента, который я начал носить сам, рассказал он в интервью «Базар», вспоминая свое первое знакомство с культовой маркой. Прошедшее мероприятие – наглядное доказательство того, какого масштаба он достиг. Как, впрочем, и сама капсула, в которой классические базовые вещи бренда, включая деним и белье, переосмыслены через призму личного стиля Чангука. Вход во флагманский магазин Calvin Klein в Токио. Мне хотелось полностью погрузиться в процесс, используя дизайнерский опыт Calvin Klein, оставить свой след в каждой вещи. Эта капсула отражает мой настоящий стиль и мою любовь к мотоциклам. Объединяя эту байкерскую эстетику с фирменными кодами Calvin Klein, бренд создал ключевые модели для мужчин и женщин. Куртки-тракеры и мешковатые джинсы на низкой посадке в эксклюзивных варках, футболки с гоночными полосками и авторской графикой, а также гоночную куртку со специальным брендингом. В день релиза коллекцию раскупили за первые 30 минут, поэтому в честь официального мероприятия на прошлой неделе флагман снова заполнил витрины эксклюзивным мерчем на первых 2 этажах. Событие охватило все 3 этажа здания, и влияние Чангука чувствовалось в каждой детали. Мотоцикл у входа, разметка в виде гоночного трека на полу, кампейн с Чангуком на байке, транслирующийся на экранах по всему 2-му этажу, и интерактивная зона на 3-м, где диджейский пульт разместили прямо внутри огромного шлема. Гости тоже подъезжали на мотоциклах, отчего толпа снаружи была в полном восторге. И какая это была толпа! Я никогда не видел столько людей в одном месте одновременно, а ведь я живу в Нью-Йорке. Фанаты и друзья Чангука пришли поддержать его в огромном количестве. Один из его близких друзей, Мингю из кей-поп группы Seventeen, был в первых рядах. Он рассказал мне, что пришел в магазин в Харадзуку уже во 2-й раз, добавив: «Благодаря презентации коллаборации, все, что происходит здесь сегодня, ощущается еще более значимым». Часть обаяния Чангука кроется в его скромности. Вспоминая свое первое выступление в 2013 году, он признался: «Без сомнения, тогда я волновался сильнее всего в жизни». И презентация его первой модной коллекции вызвала похожие эмоции. «Думаю, наш друг очень переживает. Он даже сказал, что дрожит от волнения», — поделился со мной Мингю. Инсталляция на 3-м этаже токийского магазина будет открыта для посещения до 11 июня.
Каждая его эра – прайм. Набор кушонов бренда Тиор Тиор в красном футляре, чьим лицом рекламной кампании является Тэхён в сотрудничестве с BTS The City Busan, в настоящее время является самым продаваемым товаром на Алиф Янг. Это крупнейшая в Южной Корее сеть магазинов красоты и здоровья. Ее часто сравнивают с Sephora, Boots. Ему почти 30, напоминаю. Эйшенфит об эффекте Ви в мировой экономике. Тэхён официально признан самым влиятельным рекламным лицом последнего десятилетия, что доказывает, все, к чему он прикасается, без труда превращается в золото. Певец, известный во всем мире как Ким Тэхён, изменил мир рекламы благодаря феномену, который эксперты называют эффектом Ви. Этот эффект стабильно обеспечивает брендам беспрецедентные продажи. Рыночные аналитики теперь считают Тэхёна не просто поп-иконой, а важнейшей опорой глобальной экономики. Его способность вызывать мгновенные аншлаги в самых разных отраслях делает его надежным золотым стандартом для любой компании, стремящейся повысить свою ценность. Люксовые модные дома высшего класса, такие как Cartier и Celine, добились огромного успеха благодаря партнерству с ним. Когда он стал амбассадором Cartier, официальный сайт упал из-за высокого трафика. Позже часы, которые он носил во время демобилизации из армии, исчезли из магазинов всего за один день. Индустрия красоты также извлекла выгоду из его огромного охвата. Под его влиянием бренд Тиор Тиор стал первой корейской маркой, возглавившей бьюти-рейтинг Amazon. Тем временем японская компания Юнт сообщила о 300% росте выручки после того, как назвала его своим амбассадором. Даже повседневные товары, такие как кофе, получают огромный импульс от его имени. Его проект Compose Coffee набрал миллионы просмотров за считанные часы. Когда на Тайване открылся новый филиал, клиенты ждали по 2 часа, чтобы купить напитки, которые быстро распродавались. В Китае его коммерческая сила сильна в равной степени. Бренд одежды Snow Peak вошел в историю, зафиксировав продажи на сумму более 200 миллионов вон всего за один день. Этот массовый успех привел к повсеместному дефициту товара в крупных городах, так как фанаты быстро раскупили все запасы. Эксперты по маркетингу связывают этот уникальный феномен с глубокой лояльностью потребителей, которую вдохновляет Тэхён. Будь то роскошные часы или простая чашка кофе, его последователи неизменно готовы инвестировать в стиль жизни и личный имидж, который он тщательно создает. Поскольку он продолжает доминировать в крупных рекламных кампаниях, его влияние остается надежным ориентиром для мирового маркетинга. Стабильно обеспечивая колоссальные мировые продажи, он утвердился в статусе мощной коммерческой силы, чье влияние, вероятно, будет ощущаться еще долгие годы. Успех эффекта Ви кроется в беспрецедентном доверии и преданности аудитории. Фанаты покупают не просто товары, а искренне хотят разделить с Тэхёном его стиль жизни и эстетику, которую он создает. Когда весь мир смотрит на них, а они смотрят только друг на друга.
телеведущий Пак Мён Су в очередной раз выразил свою любовь к участнику BTS Чангуку. Утром 9 июня в программе радиошоу Пак Мён Су на радио KBS Cool FM вышел сегмент викторины о прическах, гостем которого стал репортер Ким Тхэ Джин. Во время эфира Ким Тхэ Джин задал вопрос: до открытия чемпионата мира по футболу FIFA CONCACAF 2026 осталось всего 2 дня. Видео, занявшее первое место по количеству просмотров, обогнав все видео мировых звезд футбола, загруженные на официальный канал FIFA. Это музыкальный клип Чангука, исполняющего официальную тематическую песню чемпионата мира по футболу в Катаре. Как называется эта песня? Правильный ответ – Dreamers. Ким Тхэ Джин сказал, количество просмотров достигло невероятных 440 миллионов. Это самый высокий показатель просмотров на канале FIFA. Пак Мён Су сказал, мне также очень нравится песня Чангука «Standing Next to You», и нам действительно нужно встретиться и сделать совместную работу. Ранее Пак Мён Су выразил свое желание, сказав, «Я почти закончил запись этой песни в прошлом году. Я хотел показать ее ему, но внезапно, из-за плохой политической ситуации, я не смог этого сделать. Если я встречусь с этим парнем, Чангуком, я хочу попробовать сделать это вместе». Он также признался, песня действительно хорошая. Я очень много над ней работал, поэтому очень жаль. Ким Тхэ Джин сказал, эта совместная работа постоянно откладывается до Next. Пак Мён Су снова обратился с посланием, сказав, встреча все откладывается. Интересно, сможем ли мы встретиться лет через 5? Если я тебе нравлюсь, Чангук, пожалуйста, встретимся хотя бы раз. Между тем, сольная песня Чангука «Standing Next to You», выпущенная в ноябре 2023 года, передает послание, потому что наша любовь глубже всего на свете. Я буду с тобой, несмотря ни на какие трудности. Девушка, которой Чангук помог выбрать татуировку на концерте, выложила видео со своей новой тату. Ночной Пусан в фиолетовом свете, как обещание чуда. Огни отражаются в морской глади, мосты сияют, словно гирлянды на празднике. Город знает, скоро здесь будут BTS. И каждый фонарь, каждый отблеск – часть этого волшебного ожидания. Фиолетовый цвет – не просто свет, а I Purple You, сказанное всем городом разом. Они действительно выглядят такими женатиками. Чангук собрал толпы фанатов в Токио на мероприятии Calvin Klein. Чангук вновь подтвердил свой мировой статус, появившись на запуске лимитированной коллекции Чангук for Calvin Klein в районе Харадзюку в Токио 5 июня. Несмотря на то, что его выход был запланирован на 9, поклонники начали собираться за несколько часов до начала, заполнив улицы вокруг магазина. По сообщениям СМИ, из-за большого наплыва людей организаторам пришлось усилить охрану. Когда артист появился в бутике, толпа встретила его громкими аплодисментами. Чангук поприветствовал фанатов со 2-го этажа, улыбаясь и махая им, а после окончания мероприятия люди еще долго не расходились. Как Тэхён вкусно ест.
Пришли посмотреть на BTS, а нас обманули. Эту проблему отметили 83% иностранных туристов, что вызывает беспокойство для туристической индустрии Пусана. До выступления BTS World Tour Arirang in Busan осталось всего несколько дней, и стало очевидно, что гостиничные предприятия в районе Пусана подняли цены и злоупотребляют своим положением. В результате возросло количество жалоб на отмену бронирований и существенные штрафы, особенно от иностранных туристов. В связи с этим звучат требования о принятии срочных мер. По информации от Korea Tourism Data Lab, опубликованной 10 мая, из 368 зарегистрированных случаев неудобств для туристов, поступивших со всей страны, 185 или 50% были связаны исключительно с Пусаном. Количество жалоб из Пусана превысило суммарное число всех сообщений по остальным регионам страны. Иностранные туристы составляют 83% от общего числа жалоб, что вызывает беспокойство относительно ухудшения репутации страны. После объявления о концерте BTS в Пусане представители гостиничной индустрии обратили внимание на недобросовестные практики некоторых отелей. Они завышали цены на проживание более чем в 10 раз и аннулировали уже существующие бронирования, чтобы затем продать те же номера по значительно более высоким тарифам. В ответ на разрастающийся скандал власти приняли срочные меры. Министерство культуры, спорта и туризма и Корейская туристическая организация запустили кампанию улыбок на рынке K-Tourism в Пусане на рынке Хаунде. Акция продлится 2 дня, начиная с 12 числа. В рамках кампании будут проведены усиленные проверки в сотрудничестве с Ассоциацией торговцев, чтобы убедиться в корректности размещения ценников и доступности оплаты картой. Также планируется усилить контроль на местах, включая гостиничные комплексы и транспортные компании, для борьбы с завышением цен и нечестной торговой практикой. Чонгук, ты дирижируешь или провоцируешь? Чонгука в Японии проводит акции в поддержку концерта в Пусане и годовщины его дебюта. Японский фан-клуб Чонгука запустил автобус Чонгука, чтобы выразить поддержку концерту, который пройдет на главном стадионе азиатского тура в Пусане. Автобус Чонгука будет курсировать вокруг главного стадиона азиатского тура в Пусане и вокзала Пусана, а также вокруг здания Хайп. На красном фоне автобуса размещены фотографии Чонгука и слоганы, такие как «Чонгук», «Человек из Пусана» и «Гордость Пусана», «Мировая суперзвезда». В марте прошлого года на концерте в Кванхвамоне, Сеул, группа Чонгук Japan также использовала автобус Чонгука. В прошлом году, в поддержку его демобилизации и годовщины дебюта, они организовали движение 3 автобусов вокруг места проведения мероприятия феста. Фанаты также продолжили свою благотворительную деятельность. В честь дня рождения Чонгука они передали 10 миллионов вон детской больнице Сеульского национального университета для поддержки детей из малообеспеченных семей. Кроме того, они пожертвовали в общей сложности 20 миллионов вон детскому фонду «Зеленый зонтик» и 7 миллионов вон организации «Спасите детей». Вспышки сильно любят Чонгука, а вот он их, полагаю, не особо. Фанаты возмущены выпуском новостей, корреспондент в котором говорит:
поскольку это прекрасная возможность показать Пусан фанатам со всего мира, а также гостям. Весь город превратился в фан-зону. Прямо здесь, на станции метро, рядом с местом проведения мероприятия, вы можете увидеть, что она полностью покрыта фотографиями участников BTS. Он также показывает рукой на баннеры и добавляет комментарии о том, как город подготовился. Несмотря на то, что мероприятие было подготовлено фанатами путем сбора средств, о нем сообщили так, будто его организовало правительство города Пусан. Понимаю справедливое негодование фанатов. Это нормально, когда руки тянутся прикоснуться к тому, что принадлежит тебе. Ровно год назад Тэхён демобилизовался из армии. Как быстро летит время. Кажется, что вот, совсем недавно вместе с ним готовились к зачислению в ее ряды, переживали и плакали. Лично я до последнего думала, что это все неправда, что такого не может быть. Вместе с ним зачислились и потом служили, постоянно ожидая любой весточки. Тэхён сказал: «Всем фанатам, которые ждали меня на протяжении всей службы, я хочу искренне поблагодарить вас от всего сердца. Осталось совсем немного, и мы снова встретимся на потрясающих выступлениях». Прошел год, и Тэхён нас ни разу не подвел. Как много разного произошло с ним и с нами. Сколько контента лично Тэхён нам подарил. И да, мы встретились с ним полноценно и с радостью, как он нам обещал, на потрясающих концертах, которые продлятся еще год. Что будет дальше, увидим и узнаем. Сейчас же мы с таким же нетерпением, как и раньше, ждем каждое его следующее появление на сцене, на экране, а значит, в нашей жизни. Все еще самый крошечный и драгоценный. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг во время своего выступления в Сеульском национальном университете упомянул глобальное распространение корейской культуры, в том числе BTS. Дженсен сказал: «Где бы вы ни были в мире, люди будут знать, что вы из страны BTS». Дженсен Хуанг – основатель, президент и генеральный директор корпорации NVIDIA, которая является транснациональной технологической компанией и ведущим мировым разработчиком графических процессоров и систем на чипе. Второе место. Это так интимно. Любить – это хотеть касаться. Тело к телу. Первое место. Они такие бойфренды, умереть можно.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.